Всем привет из солнечного Тенерифе. Я уже соскучился за своими видео и за вашими лайками и комментариями. Сегодня я хочу познакомить вас с моим очень хорошим другом, который является шеф-поваром и нутрициологом. И у него есть своя школа здорового питания и огромное количество знаний, которые могут помочь стать счастливее и здоровее. Поэтому, если тебе интересно питаться вкусно и полезно, то тебе понравится это видео. Поехали! Спасибо тебе, что ты согласился на это интервью, потому что я считаю, что у тебя очень много полезной информации, которая может помочь людям стать не только счастливее, но и здоровее, красивее. Как ты вообще понял, что ты хочешь этим заниматься? Кулинарией и нутрициологией. Кулинарией я занимаюсь уже 18 лет, и в процессе этого мое здоровье начало ухудшаться, я начал восстанавливать себя. Но параллельно с этим я работал в разных странах как частный повар, и поэтому анализировал постоянно предпочтения в питании, и параллельно с восстановлением я понял структуру, как я могу восстановиться, потому что все делают одни и те же ошибки. Да. Более 95% людей делают одни и те же ошибки. И когда я составил структуру, я начал делиться и с ребятами, со всеми, у кого есть проблемы. И невозможно теперь уже молчать про это, потому что это все равно, что обладать суперсилой, но не пользоваться этим. И поэтому моя задача, обладая этими знаниями, передать как можно большему количеству людей, потому что это меняет здоровье человека на корню, его настроение, его видение вообще мира и меняет всю нашу планету. Как ты думаешь, в твоем понимании, какой рацион должен быть у человека, чтобы он был здоровым и счастливым? Знаешь, наблюдая за питанием современного человека, прежде всего я понимаю, что не хватает свежей растительной пищи. Это любые ягоды, семена, проростки, зелень, любая, все, что вы можете достать, даже замороженная, но свежая зелень. У нас все обработанное, все переваренное, пережаренное, и в этом проблема. Также акцент на углеводы, второй момент. Очень много углеводов у нас в потреблении, практически состоит весь рацион из углеводов, поэтому обратите свое внимание на тарелку, что у вас лежит. Пускай половина будет свежака. Это могут быть и орехи, и семена замоченные, естественно, пророщенные, и какие-то ягоды, дополнение к основному приему, и по минимуму углеводов. А также акцент на жиры, потому что все боятся жиров, а надо выбирать, естественно, правильные жиры и добавлять их как можно больше тоже в свой рацион. Какие примеры правильных жиров? Например, это жиры из семян орехов, чиа, лен, миндаль, все это пророщенное, замоченное, супер мощное. Это также авокадо, это масла любые в плане холодного отжима, оливковое, но в то же время подсолнечное масло, например, надо исключить, потому что очень много омеги-6 и нарушает всю работу организма. Это вот понимание, что можно, что нельзя. А подсолнечное масло исключить в любом виде или только в жареном? Я бы исключил в любом виде, потому что оно свое уже отжило, и исследования, которые показывают, оно очень много омеги-6, а у нас омеги-3 и так не хватает. У нас катастрофическая нехватка омеги-3. А почему на растительную пищу нужно делать фокус? Что она делает с нами по-другому, чего не делают, например, те же углеводы? В растительной свежей пище содержатся необходимые строительные материалы, скажем так, которые создают наше тело и дают также энзимы. Это ферменты, которые организм использует из пищи и не тратит свои ферменты. И таким образом, почему говорят, мясо лучше с салатом есть, да, потому что оно помогает усвоению. А мы обычно едим мясо с картошечкой и таким образом только ухудшаем историю, образуя серьезные нарушения при взаимодействии белка и сахаров. Подскажи, пожалуйста, какие 3 секрета вкусной и полезной еды? Прежде всего, я бы выделил качество ингредиентов, потому что все понимают, что такое сезонная клубника, когда она особенно с грядочки, и когда она зимой и просто никакая. То же самое про помидор, морковку и про все остальные ингредиенты. То же самое про животный протеин. Если курица несчастная или корова несчастная, жила там в стрессе все время, то и мясо будет несчастным. Вы прекрасно наверняка знаете разницу по вкусу домашнего мяса и покупного. Вот качество ингредиентов – это одно из основных. То есть получается, чтобы человек был счастливый, он должен есть счастливые продукты? По факту да, потому что выращенное все без уважения, без любви и без понимания процесса самого, с агрессивным обращением с почвой, даже зелень будет никакая. Хорошо, это первый секрет.
Второй важный момент – это базовые кулинарные навыки. Даже если вы питаетесь вне дома, в ресторане, в кафе или заказываете еду, базовые кулинарные навыки помогут вам понять качество этого блюда. То есть одно цепляется за другого. Я просто работаю также в кулинарной онлайн-школе, и я вижу, как прогрессируют ученики и как меняется мышление. Просто готовя продукт, вы понимаете уже на моменте его качества. Готовя продукт, вы понимаете, что здесь передержали или здесь не додержали, и поэтому, когда вы приходите в ресторан и едите тот же стейк, вы сразу же можете понять, додержал он его, не додержал, и как это можно сделать лучше. Если, например, повар, так скажем, переготовил продукт, то как это влияет на организм человека, который употребляет его? Если со стороны овощей, то как бы мы теряем все питательные свойства, витамины, минералы, все просто получается безвкусная масса, которая еще и гликемию имеет высокую. То есть продукт быстро усваивается, и при этом получается уровень сахара зашкаливает, инсулин зашкаливает. Для диабетиков и для гормоналки, если есть проблемы, это самая катастрофа. А мы едим все переготовленное, переваренное, в основном супы, пюре вот эти, это все как раз не особо хорошая еда. Если со стороны мяса или рыбы, то это просто плохо усваивается. Почему мы едим медиум, да, или сырое мясо, тартар? Потому что оно проще усваивается. Но опять же в комбинации со свежими овощами. Второй секрет – это базовые кулинарные навыки. И третий важный момент, который я могу, наверное, выделить, это удовольствие от процесса. Потому что если у вас нет удовольствия от того, что вы делаете, но тут ничего уже не произойдет. Если вы ненавидите готовить, то просто примите тот факт, что это ваша обязанность. Как и кормить ваше животное, как и кормить вашего ребенка, вы должны кормить вот это прекрасное тело, чтобы оно жило, развивалось и несло позитив и пользу в этот мир. Я уверен, что люди допускают огромное количество ошибок, но вот по твоему мнению, какая самая главная ошибка человека в питании? Я даже несколько вещей могу сказать. Первое – это отсутствие понимания, насколько ваше питание напрямую взаимосвязано с вашим состоянием, с вашим настроением, со всеми вашими вздутиями, проблемами, онкологией, диабетом, нарушением гормоналки. Это все напрямую связано. Конечно, плюс еще образ жизни надо подключать. Это второй важный момент. Проблема в том, что человек хочет есть быстро и вкусно, и желательно, чтобы еще кто-то приготовил и помыл посуду. И здесь надо вот понимать, что быстро и вкусно, покупая уже нарезанную морковку или покупая что-то готовое, что лежало давным-давно, это уже теряет питательные свойства. Это уже мертвая еда получается. Ну, как бы да, ты насытился, получил углеводов, запасы жира, но как бы если у тебя есть проблемы со здоровьем, то это не подходит тебе на данный момент. И особенно, если есть проблемы с энергией. Это очень важный момент. Ты очень энергичный человек, один из самых энергичных, из которых я знаю. А вот какой секрет вообще повышения энергии? Прежде всего, секрет энергии – это комбинация ваших действий по отношению, допустим, физическая активность, питание и ваших мыслей. И поэтому надо объединять все это в одну историю. Невозможно. Даже если вам с утра до вечера буду готовить самую полезную еду, а у вас будет стрессняк здесь в голове и переживания, или у вас будет плохой сон, то ни о какой энергии можете не думать. Акцент нужно на питание клетки. Точнее, кто в ней живет, к митохондриям, они производят энергию. И к питанию нашего микробиома. Если вы понятия не имеете, что такое митохондрия, микробиом, да, то вам срочно нужно изучить эту тему. Потому что можно летать на самолете и не думать, как он летать, просто передвигаться. Можно не думать, как там работает автомобиль, просто заправил бензин, но как работает ваше тело, это уже ваша прямая обязанность. Понятно. То есть, чтобы иметь больше энергии, человеку нужно собрать 3 компонента воедино. Это действие, мысли и питание. И активность, да. И активность. Ну и понять, что такое митохондрия и микробиом. Да. Я бы хотел тебе задать еще один важный вопрос, но сделаем это немного позже. Толь, ты являешься шеф-поваром и специалистом по питанию, и благодаря этим 2 навыкам ты уже около 7 лет живешь на Канарских островах. Тебя приглашают миллионеры, они хотят, чтобы ты для них готовил, и мне самому посчастливилось не один раз попробовать твою еду. Честно, это одно из самых незабываемых событий в моей жизни. Даже сегодняшний соус мне очень понравился.
Какие 3 главных совета ты бы дал людям, которые сейчас смотрят это видео? Но прежде всего, это убрать из своего лексикона слово «диета». Диет не существует. Есть рацион, которому ты должен следовать. И надо понимать, что он будет уникальный по отношению, допустим, ко мне. Ты, допустим, вегетарианец, а я мясоед. Потому что микробиом у нас разный, и на разных этапах жизни у нас немножко по-разному взаимодействует тело. И ты должен просто чувствовать и понимать, что тебе больше хочется. Ну, понятное дело, не сладкого там и булочек, а чувствовать, как работает твой микробиом, давать ему максимально пользы, чтобы он функционировал по полной. И неважно, следуешь ли ты вегетарианской диете или мясной диеты, у тебя разные этапы жизни. Поэтому убирай слово «диета» и добавь слово «рацион», потому что это психологически тебя разгрузит. Так, это первый совет. Второй совет, который я хотел бы дать, связанный с питанием, потому что многие приходят и сразу говорят: что мне есть, дай мне диету или рацион на неделю, и я буду ему следовать. Это восстановить свой сон и восстановить свой уровень стресса. Потому что если у тебя не налажен сон, то как бы ты ни питался, у тебя не будет восстановления, не будет работать гормоналка, никаким образом не произойдет и нормализация веса, и набор энергии. И к этому же относится стресс, потому что если ты в стрессе, то у тебя просто отключается половина функций организма, и у тебя ничего не усваивается, даже если я тебя буду готовить с утра до вечера. То есть получается, что все работает как бы в комплексе, да? Да, безусловно. Недостаточно одного питания, как это я понял уже на протяжении многих лет. Нужна комплексная история понимания работы своего организма, базовых навыков, то есть как управлять этим шикарным телом. И третий момент – это восстановить себя в плане физической активности. Никакого спорта. Уберите слово «спорт», если только вы не профессиональный спортсмен. Уберите слово «тренировки», потому что вы же не к соревнованию какому-то готовитесь, а занимайтесь просто физической активностью. Без этого эта машина не будет нормально работать. Все равно, даже с нормальным питанием, сном и отдыхом, и работой со стрессом, если вы не будете активны, то вы будете вялые. Поэтому, освоив эти базовые навыки, вы построите такой мощный фундамент, который позволит развиваться во всех сферах. У вас будет куча энергии, у вас будет нормальное чувство по настроению, по гормоналке, и вы будете максимально продуктивны в любой сфере. Толь, спасибо тебе большое, что ты согласился на это интервью. Я всегда рад нашим встречам, и я надеюсь, что мы еще не один раз сделаем что-то подобное для того, чтобы помочь людям жить более здоровой и счастливой жизнью. Спасибо, взаимно. Ну что, я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, то не забудь поставить лайк. И если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь оставлять комментарии под этим видео. И обязательно подписывайся на страничку Instagram Толика, потому что он постит очень много как полезной, так и интересной информации о том, как быть счастливым не только с помощью питания, но и вообще здорового образа жизни. Его Instagram называется Анатолий_Добро. Ну, а ты не забывай, что мы – это то, что мы едим. И выбирая еду, которую мы употребляем, мы выбираем направление движения, в котором мы хотим развиваться. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока.